Эксперимент. Правда ли посадка чеснока головками в 7 раз быстрее, чем зубчиками? При той же урожайности. Здесь чеснок посажен обычно, зубками. Схема посадки. Междурядье 24 сантиметра, в ряду 7 сантиметров. 5 рядов. Ширина грядки 120 сантиметров, ширина тропинки 30 сантиметров. А здесь чеснок посажен головками. Вот видно гнезда на каком расстоянии, да? Схема посадки. Междурядье 24 сантиметра, в ряду 33 сантиметра. Тоже 5 рядов и грядка такая же. По ширине такие же тропинки. Густота посадки и здесь абсолютно одинаковая. Но посадка чеснока головками в 7 раз быстрее. Здесь, где Сразу головками, луковицами посажено. Вот остатки стрелки явно торчат. Ну тут вот видно, что 4 побега выросло. Здесь тоже 4. И здесь 4. Здесь 5 выросло. Раз, два, 3, 4, 5. Интересно выглядит то, как посадка головками вот так разламывает землю. Настолько, что видно сверху практически. Разумеется, при посадке целыми головками, луковицами мы не выбирали самые крупные зубки. Вот видно, что здесь это явно из более крупного выросло, а вот это из более мелкого. Это в этом плане недостаток. Вот. Между тем, здесь все равно этот достаточно крупный. Видно, что головки, луковицы здесь деформированы, потому что зажаты друг другом. Но размер неплохой получился. И здесь тоже. Кстати, видно, что вот здесь примерно из одинаковых зубков выросли 4 штуки. А здесь 5 штук выросло. И примерно такой же размер. Вот. Видно, что посажено в одну точку. Ну, выросли они вот так вот по кругу. Сами друг друга раздвинули в целом. Здесь тоже так же. А здесь, где ряд посажено недельными зубчиками, выглядит примерно вот так вот. Размер пока примерно таким же выглядит. Сейчас выкопаем, посмотрим поближе. Но уже видно, что здесь, где посажено зубками, чеснок в целом расположен более глубоко. А здесь практически на поверхности. А вот так выглядит ситуация по другому сорту, где вот эта стрелка была, где зубков в луковице было гораздо больше. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 штук. И одна даже выросла без стрелки, что-то маленькое совсем из середины. То есть вот так выглядит ситуация по другим сортам.
Сначала выкапываем чеснок, посаженный зубчиками. Заранее обращаю внимание, здесь при обычной посадке чеснока зубчиками проявляется преимущественно отрицательный геотропизм. То есть стебли растут вертикально вверх против направления силы тяжести. Обратите внимание, в нашем случае уборка чеснока проводится в самые крайние сроки. То есть ботва уже почти полностью засохла и только на верхушках местами проглядывает зелень. Тем не менее и корни чеснока до сих пор живые, и наружные оболочки головок луковиц все еще целые, не сгнившие. Это значит, что мы все-таки успели вовремя. Головки получается выдергивать за стебли. Зубчики из головок не осыпаются и не остаются в почве. По нашему опыту хранится такой урожай отлично вплоть до следующей посадки. У нас не было возможности убрать урожай чеснока в более ранние сроки, ведь мы месяц путешествовали по северным озерам и островам. А уборка чеснока почти на месяц раньше, в полностью зеленом состоянии, привела бы к значительным потерям урожая. Видно ведь, что даже сейчас, почти при сухой ботве, корни чеснока еще полностью живые и мощные, хотя они уже явно меньше работают, учитывая почти высохшую ботву. Здесь вблизи отлично видно, в каком состоянии сейчас и корни чеснока, и оболочки головок луковиц. Ну и теперь чеснок, посаженный головками. Да, надо будет, конечно, разломать. Но только не разламывать, чтобы наглядно выглядело. Обратите внимание, что после посадки чеснока головками в нижней части побегов помимо отрицательного геотропизма весомо проявляется и поперечный геотропизм. То есть побеги стремятся расти еще и в боковом направлении. Поперек действия силы тяжести. Для нас это достаточно неожиданное явление. Признаться, мы ожидали, что все стебли из посадочной головки будут расти как обычно, вертикально. Одним плотным пучком вокруг центральной стрелки. И из-за этого будут сильно мешать друг другу. Но у чеснока, как оказалось, проявляется очень эффективный механизм конкурентной борьбы за освещенность. Конечно, было бы здорово, чтобы такие свойства присутствовали и у картофеля. Тогда ему не нужно было бы делать развал ботвы вручную, как мы не раз показывали в наших фильмах, чтобы задействовать вместо поперечного геотропизма положительный фототропизм, то есть способность побегов сгибаться и расти в сторону источника света, после принудительного наклона побегов в стороны. И чтобы в итоге получать вот такие рекордные урожайности. Ну это вот выкопано 3 посадочных места. Ну вот урожай с этого метра грядки. Пока что без разделения. Здесь было 5 рядов. В каждом ряду вот так по 3 гнезда. Ну и вот наглядное сравнение с
чесноком, который посажен зубками именно отборный. Все зубки крупные были. Ну а это просто выбраны хорошие крупные головки. Вот. Наглядно. Вовсе этот не выглядит заметно крупнее. Вот тут сверху. На тот и на этот. Примерно так же и выглядит. Можно разделить еще, чтобы более наглядно посмотреть. Так. Собственно говоря, не такие уж они и кривые. Если они деформированы, то не слишком сильно. Вот, например, вот тут вроде как выпячивается сюда, но сам зубок вполне ровным там выглядит. Вот. 4 штуки отсюда, 4 отсюда, вот, первых попавшихся. Ничего, какой крупнее. Одинаковый. То есть, в принципе, вполне можно сажать вот такими вот гнездами, сразу головки. Вполне, по-моему, наглядный эксперимент. Вот. Здесь и здесь. Что называется, найди отличия. Явных отличий нет. Что этот, что этот. Размер одинаковый. Это из луковиц, из цельных головок, а это из отборных зубков. То есть можно на операцию меньше делать, не разделять чеснок на зубки. Но это, конечно, относится к сортам, вот которые вот как этот, у него зубки в головке располагаются в один ряд. Здесь видно, вот тут вот. Вот. 4 крупных зубка. Вот раз, два, три, 4. Все. Внутри больше там, кроме стрелки вот этой, ничего больше нету. И здесь также тоже вот. Раз, два, три, 4. Ширина примерно как длина пальцев. И здесь тоже так же. Даже, думаю, смысла взвешивать нету, потому что значимой разницы по размеру нету. Количество самих вот именно зубков и при такой посадке, и при такой посадке на единицу площади, то есть на квадратный метр, одинаковое, мы считали. При посадке все с точностью до 1 штуки. Поэтому можно сказать, что урожайность одинаковая. Ну а дальше уже делайте выводы, решайте сами, пробуйте. Естественно, на разных сортах это может иначе проявляться. Но вот для таких, где именно в один ряд зубки и мало именно зубков в головке в луковице, вполне вариант рабочий. Проверили. Ну, теперь можно этот чеснок разделять, оттрушивать землю с него. И тоже разложить как тот, примерно глянуть урожайность так визуально. Напоминаем, что это не отдельная операция. Мы оставили целые гнезда с головками чеснока только для наглядности в этом фильме. Ух, как держится. Такой разлом. На практике проще и быстрее сразу удалять почву с корней, так же как и у урожая из обычных зубчиков. Головки чеснока и в этом случае точно так же переплетаются корнями с корнями соседних головок, как и при традиционной посадке зубчиками. Кстати, такое переплетение корней при разделении головок в гнезде друг от друга даже помогает очищать почву более быстро.
Итого, вот чеснок, выросший из целых луковиц, без деления на зубки. Это из зубков, и это из зубков. Ну, вот это посажено на грядке длиной 2 метра, то есть вот это вот с 1 метра. Это посажено на грядке длиной 1 метр. То есть вот наглядно видно, что здесь, что здесь. Одинаково. При этом посадка чеснока головками в 7 раз быстрее, чем посадка зубчиками. За счет отсутствия деления головок на зубчики и за счет сокращения времени на высадку посадочного материала в ряды. Кстати, для совсем малых грядок это могут быть и не ряды вовсе, а, например, просто мелкие лунки, ямки, отверстия в земле. К примеру, копнул рукой почву, ткнул головку и тут же засыпал. И все дела. Понятно, что если в головке больше зубчиков, то и скорость будет еще больше. В нашем случае у нашего сорта чеснока в головках всего по 4-5 зубчиков. И очевидно, если масштабировать метод посадки головками дальше, то хотя на малой площади разница по времени и трудозатратам минимальная, то на больших площадях выгода может быть уже огромной. Вообще же даже на нашей грядке чеснока длиной всего 3 метра разница уже ощущается весьма заметно. Во всяком случае для себя мы приняли решение головки на зубчики больше не делить. Так и повреждений зубчиков меньше, и труда меньше, и даже больше органических удобрений в почве за счет того, что вот эта часть головки со стрелкой уже при посадке остается в почве. То есть локально задается органика. Да, это мало, но это есть. То есть наш метод не что-то новое, это всего лишь обычное естественное поведение чеснока, к которому он эволюционно подготовлен самой природой. Масса головок чеснока из нашего эксперимента около 80 граммов. Масса зубчиков этого чеснока около 20 граммов. Если информация понравилась, поставьте лайк и подпишитесь на канал.